Привет, друзья! Сегодня мы более подробно разберем инструменты в Spine. Как вы помните, инструменты в Spine находятся внизу вьюпорта. Давайте я расскажу вам, что это за инструменты. Слева направо это инструмент позы, далее инструмент весов, далее инструмент создания костей, далее идут у нас инструменты трансформации, это инструмент поворота, перемещения, скейл и наклона. Далее у нас идет выбор осей координат. И последний пункт – это компенсаторные инструменты. Если выбрать какой-либо объект, то по щелчку правой кнопки мыши в любом месте вьюпорта мы сможем переключаться между текущим и последним выбранным инструментом. Это делает использование нескольких инструментов супер эффективным, так как это намного быстрее, чем нажимать на кнопки панели инструментов. В основном для переключения инструментов существуют стандартные горячие клавиши. Это клавиша B для инструмента позы, клавиша G для инструмента весов, клавиша N для инструмента создать кость, клавиша V для инструмента перемещения, клавиша C для инструмента вращения, клавиша X для инструмента масштаба и клавиша Z для инструмента наклона. При наведении на инструмент или панель можно увидеть подсказку с горячей клавишей для данного инструмента. Вместо специального инструмента выделения для каждого из типов элемента скелетов Spine используется очень простая система выделения. Выделение элемента во вьюпорте осуществляется простым щелчком мыши на том элементе, который необходимо выделить. В большинстве инструментов начало перетаскивания на невыбранном элементе приведет как к его выбору, так и к началу манипуляции с ним. То есть таким образом вы можете просто выделять и перетаскивать необходимый вам объект. Чтобы выделить несколько элементов, удерживайте клавишу Ctrl при выделении. Если вам нужно выбрать определенную область, то удерживайте Ctrl и перетащите курсор для образования этой области. То есть вы можете навести курсор на определенный объект выделения, зажать Ctrl и перетащить курсор, выделив необходимые участки. Если ничего не выделено, выделение поля можно производить перетаскиванием в пустом пространстве. Перетаскивание со средней кнопкой мыши всегда приводит к выделению в рамке без необходимости начинать его в пустом пространстве. Снятие выделения может быть выполнено нажатием клавиши пробела, эскейпа или двойной щелчок в любом пустом месте области просмотра. Очень часто возникает необходимость выделить те же объекты, которые были выделены недавно. Их поиск и повторное выделение занимает очень много времени, поэтому Spine запоминает выбранные объекты, и вы можете перемещаться по ним, используя Page Down и Page Up на клавиатуре. Это значительно сокращает поиски в вьюпорте. То есть вот я, видите, нажимаю на Page Down, и у меня выделяются те объекты, которые я выделял до этого. Также выделение можно сохранить. Для этого выделяем все, что угодно. Слоты, кости, скины, плейсхолдеры, буквально все, что угодно. И нажимаем Ctrl плюс любая цифра на клавиатуре от 0 до 9. Таким образом, это выделение сохраняется. Если мы сейчас выключим выделение и опять нажмем ту цифру, которую вы выбрали при выделении, то наше выделение снова появится. Вы можете в скелете составлять свои группы выделения и вызывать их просто нажатием на цифру. Давайте сделаем еще одно выделение с головой. Нажмем на голову, нажмем Ctrl-2. Мы увидим, что наше выделение сохранилось как Selection 2. После этого, если я нажму единичку, мы увидим, что появилось старое выделение. Если я сейчас нажму двойку, то появится наша голова выделенная. Если я зажму Shift и нажму единичку, а потом и двойку, то появится и первое, и второе выделение. Это очень удобно. Например, для скелета гуманоида можно сохранять группу выделения для туловища, рук, головы, ног и так далее. Причем в любую секунду вы можете поменять группу выделения, просто выделив новые объекты и назначив для них новую цифру. Перейдем к инструментам трансформации. Инструменты перемещения, поворот, масштаб, наклон работают стандартно. Выбранный элемент корректируется путем перетаскивания мыши. Перетаскивание должно начинаться в пустом пространстве или на самом элементе. Если перетаскивание начинается на другом элементе, то этот элемент будет выделен и скорректирован. Каждый инструмент трансформации имеет числовой индикатор, значение которого зависит от выбранных осей. Можно вручную набрать нужное значение, и оно вступит в силу после нажатия Enter либо Tab. Как и во многих программах анимации, вы можете применять математические действия для точной настройки значений. Для того, чтобы добавить к значению какое-либо число, просто нажмите на числовой индикатор и наберите плюс и нужное число. Допустим, 100. Таким образом, мы добавим к нашему значению число 100. Чтобы отнять от текущего значения какое-либо число, как ни странно, также нужно начинать со знака плюс. В числовом индикаторе пишем плюс минус 100. Таким образом происходит вычитание. Для изменения значений можно также использовать мышь, прокручивая колесико мыши над числом или перетаскивая его вверх-вниз. Если удерживать Shift, то при использовании колесика мыши или перетаскивании значение будет изменяться с меньшим шагом. Для изменения значения для выбранного инструмента преобразования можно также использовать стрелки на клавиатуре. Выделяйте нужный объект и просто перемещайте его стрелками. Такое перемещение я использую очень редко, так как оно не очень точное. Удерживайте Shift, используя клавиши со стрелками, чтобы изменить значение с меньшим шагом. Теперь поговорим об осях координат. Spine дает возможность выбрать из 3 осей координат. Это мировая, родительская и локальная ось координат. Они определяют числовые значения, отображаемые для поворота, перемещения и масштабирования, а также направление осей, видимых в области просмотра. Это дает больше возможностей для управления и преобразования элементов. Мировая ось наиболее привычна нашему восприятию. Представьте, что у данного проекта есть глобальная ось координат, X это четко по горизонту, Y это четко вертикально. И любой выделенный объект будет использовать эту систему отсчета. В данном случае красная стрелочка это значит направление X оси, зеленая стрелочка это направление Y оси. 0 у этой системы отсчета визуально виден в центре вьюпорта. Вы можете заметить вот эти перекрестия. И по дефолту при создании нового скелета кость root располагается в нулевых мировых координатах. Я вам рекомендую ее там и оставить, не производя с ней никаких манипуляций. Если посмотреть на значение инструментов поворота, масштаба и сдвига, то можно заметить, что они хранятся на локальных осях. Это значит, что вы видите конкретные значения данной оси.
А вот значение инструмента перемещения хранится на родительских осях. То есть каждый выбранный инструмент будет показывать расстояние в пространстве до родительской кости при выборе родительских координат и расстояние до мирового нуля при выборе мировых координат. То есть в данном случае наша голова по x сдвинута на 1,89 по отношению к нулевым мировым координатам и на 331.32 по отношению к y нулевым координатам. Давайте рассмотрим оси каждого инструмента. Для этого я создам сейчас несколько костей, чтобы было визуально понятно. Итак, первым по списку у нас идет инструмент вращения. Если выбраны локальные координаты, то значение представляет собой поворот против часовой стрелки относительно родительской кости. И 0 в данном случае направлен в ту же сторону, что и ось x родительского элемента. Если мы посмотрим, у нас есть одна родительская кость и дочерняя к ней кость. Их повороты разные. Если выставить поворот дочерней кости на 0, то направление оси x совпадет с направлением оси x родительской кости. То есть вы видите, что красная стрелка направлена в дочерней кости в ту же сторону, в которую направлена красная стрелка родительской кости. Если мы выберем родительскую ось, то по-прежнему ничего не поменяется и будет отображаться локальное вращение. При выборе мировых координат значение представляет собой вращение мира против часовой стрелки, где 0 это вправо, 90 градусов это вверх. Вот видите, здесь 90 появляется. Если ввести точное значение, вы увидите, что направлено точно вверх. 180 градусов это влево и 270 градусов это вниз. То есть 0 вращения будет совпадать с направлением оси x мировых координат. Если выставить значение 0, то мы увидим, что наша кость станет горизонтально в направлении оси x. Важно отметить, что для кости вращение в режиме сетапа ограничено 360 градусами. Это нужно для того, чтобы просто указать, в какую сторону направлена кость. А вот уже в режиме анимации именно локальное вращение может выходить за пределы этого диапазона. То есть, как видите, мы вот накрутили здесь минус 1549 градусов. Таким образом указывается и направление вращения, и количество полных оборотов, которые совершает кость. А вот если здесь выбраны мировые оси координат, то даже в режиме анимации вращение ограничивается 360 градусами, поскольку они указывают направление, в котором находится кость в мировых координатах. Переходим к инструменту перемещения. При выделении объекта в данном режиме инструмента можно заметить две стрелки, которые указывают направление осей x и y. X это красная стрелка, y это зеленая стрелка. За эти две стрелки можно перетащить объект, чтобы ограничить движение только по выбранной оси. Допустим, можно переместить по x и по y. При выборе локальных координат значение представляет собой расстояние до родительского элемента с использованием локальных осей объекта, которые вы выделили. То есть это расстояние вот такое. А оси координат направлены в направлении самой кости. Если в локальных координатах значение выставить 0, 0, то наша кость будет находиться в тех же координатах, что и родительская кость. При выборе родительских координат значение также является расстоянием до родительского элемента, но с использованием локальных осей родительского элемента. Ось x направлена в сторону вращения родителя. Куда смотрит красная стрелка, туда и повернута родительская кость. При выборе мировых координат значение представляет собой расстояние до мирового нуля, то есть вот до этой точки. Красная стрелка в данном случае будет направлена строго вправо. Работа с локальными или родительскими осями может быть полезна для перемещения костей в разных направлениях на одинаковую величину. Вот если посмотреть на данные кости, кости в виде звезды являются дочерними к костям по сторонам. Давайте выберем вот эти кости и передвинем их по оси x в мировых координатах. Как видите, передвинулись все кости одинаково. Если выбрать родительские координаты и повторить то же действие, то наши кости переместятся в направлении оси x родительских костей. То есть, если мы сбросим выделение, вы увидите, что вот эта стрелка направлена в ту сторону, я просто обозначил ее как стрелку, эту кость, направлена в ту сторону, и ее локальные координаты, как вы видите, также направлены в сторону красной стрелки. Так вот, при перемещении дочерней кости, она перемещается в направлении оси x нашей родительской кости. Ну и если переместить их в локальной оси координат, то кости будут перемещаться в направлении собственной выбранной оси. В данном случае это ось x. Переходим к инструменту масштабирования. Как вы знаете, масштабировать объект можно одновременно по двум осям, просто зажав левую кнопку мыши. Также для ограничения масштабирования по одной оси можно зажать и потянуть за хендлы X и либо Y на значке инструмента. При выборе локальных координат значение представляет собой локальный масштаб объекта. Ось X указывает на направление вращения объекта. Выбор родительской оси не влияет на масштаб. Также отображается локальный масштаб. Ось X указывает направление вращения объекта. Если выделить изображение и перевести это изображение в mesh, то ось X будет указывать в направлении вращения кости, в которую вложено это изображение. При выборе мировых координат значение представляет собой суммарный масштаб элемента и всех родительских костей. То есть, если мы увеличили масштаб вот этой кости и уменьшили масштаб родительской кости, то масштаб дочерней кости складывается из двух масштабов родительской и дочерней кости. Это можно заметить, нажав на ввод данных вручную, и вы увидите, что сейчас у нас отображается только локальный scale, и он сейчас равен 1,5.
Но если убрать выделение и выделить кость заново, то у нас будет отображаться мировой scale, и он равен 1,1. Это значит, что у нас используется суммарный масштаб в данном случае. Если есть необходимость отразить объект по выбранной оси, введите минус перед значением. То есть мы выделяем кость root, допустим, мы хотим отразить нашего персонажа по оси x. Выделяем кость root и ставим в оси x значение минус. Таким образом, наш персонаж полностью отразился. Итак, идем дальше, рассмотрим инструмент сдвиг. Хендлы X и Y у данного инструмента также можно перемещать для изменения угла между осями X и Y. Это приводит к такому своеобразному перекосу вложения. Как и масштабирование, сдвиг вызывает деформацию дочерних костей и вложений, и чаще всего используется с небольшими значениями для ограничения сжатия и растяжения в анимации. Сейчас мы рассмотрим инструменты, находящиеся слева от инструментов трансформации. И первый инструмент – это инструмент поза. Инструмент поза может изменять одновременно и перемещение, и вращение кости. Это позволяет быстро манипулировать костями без переключения инструментов. Если в большинстве других инструментов для манипулирования костью необходимо выделить кость, а затем перетащить ее в пустое пространство, то инструмент поза требует перетаскивания видимых хендлов на костях. Чтобы переместить кость, наведите курсор мыши на ее начало, чтобы появился значок перемещения, а затем переместите мышь. Если выделено несколько костей, то перемещается только та кость, на которой есть элемент управления. Ну и, соответственно, конечно же, ее дочерняя кость. Чтобы повернуть кость, наведите курсор мыши на любую точку кости, кроме ее начала, чтобы на кончике появился значок цепи, а затем перетащите кость. Если выбрано несколько костей, то для вращения всех костей используется инверсная кинематика, пока вершина последней выбранной кости не достигнет цели. Давайте выделим цепочку костей и попробуем повернуть их с помощью данного инструмента. Как видите, только первая кость в цепочке совершает поворот. Остальные кости вместе с поворотом также перемещаются в поле вьюпорта. В целом интересный инструмент, но в моей практике не прижился из-за немного сложного позиционирования. Переходим дальше. Инструмент веса. Инструмент веса нужен для настройки влияния кости на вертексы вложения. Как вы помните, вложения могут иметь вертексы. Для изображения нужно включить режим меша. Для этого выделяем наше изображение и включаем галочку Mesh. Переходим снова в веса, и у нас появляется новая панель, на которой можно настраивать данные веса. При трансформации кости, в которую вложено изображение, вложение следует за трансформацией кости. То есть, если мы поворачиваем кость, то вложенное в кость изображение также поворачивается вместе с ней. Но можно сделать так, чтобы на вложение оказывали влияние несколько костей. Для того, чтобы на изображение воздействовало несколько костей, нужно настроить данное изображение с помощью панели Edit Mesh. После того, как мы перевели изображение в Mesh, переходим в эту панель и настраиваем необходимые вертексы. Давайте сейчас сгенерируем пару вертексов. Вот таким образом закрываем эту панель. И сейчас мы разделим нашу кость на две кости. После этого при выделенных костях переходим в панель весов, нажимаем кнопку Bind и выбираем изображение, которое хотим прикрепить к этим костям. Это изображение должно быть в режиме Mesh. Нажимаем на него, калькулируются автоматически веса, и увидите здесь две кости. Это первая, это вторая. Таким образом, при повороте кости вы видите, что наше изображение также деформируется. Данный инструмент требует отдельного урока, поэтому сейчас мы его рассматривать не будем. Последний инструмент слева – это инструмент Create. Инструмент «Создать» позволяет создавать новые кости, и это можно сделать только в режиме сетапа. Перед созданием новой кости сначала нужно выбрать кость, которая будет родительской. Давайте выберем root кость. Затем либо щелкаем мышью, чтобы создать кость нулевой длины, либо перетаскиваем мышь, чтобы создать кость и задать ее длину. Если есть необходимость исправить неправильно расположенную кость, выделяем ее, затем нажимаем клавишу Alt и перетаскиваем в нужную сторону нашу кость. Если у вас были дочерние кости, допустим, нам надо изменить эту кость, мы также зажимаем Alt и перемещаем кость куда надо, то дочерние кости в данном случае не затрагиваются. После создания новой кости она выделяется и становится родительской для следующей созданной кости. Таким образом формируется последовательная иерархия. Если перед тем, как создать кость, зажать клавишу Shift, то после создания новой кости кость не будет выделена, а выделение останется на предыдущей кости. Таким образом можно создать параллельную иерархию, где все новые кости будут иметь общего родителя. То есть в данном случае все вот эти кости, они являются дочерними к вот этой кости. Создание костей, присвоение им имен и перемещение под них вложений может отнимать у нас там много времени. Ребята из Spine решили упростить нам задачу. После того, как мы импортировали JSON-файл с изображениями из Photoshop, в нашем новом скелете уже есть нужные слоты. Давайте я сейчас быстренько удалю все ненужные кости и покажу вам, о чем я говорю. Итак, вот наш герой импортирован из Photoshop. Как вы видите, у нас в кости root есть много слотов с изображениями. Итак, переходим в режим Create, выбираем данный инструмент. И далее порядок действий следующий. Выбираем сначала кость, которая будет родительской для нашей новой кости. И далее, удерживая клавишу Ctrl, кликаем на изображение, которое хотим переместить в эту кость. Это может быть несколько изображений. То есть я, допустим, выделю у нас изображение hips и живот. Выделяю два изображения, отпускаю Ctrl и дальше я создаю кость обычным перемещением мыши. При выполнении этого действия слоты для выбранных вложений переносятся в новую кость. А имя первого выбранного вложения присваивается для кости. Это значительно сокращает время, необходимое для создания скелета. Итак, переходим к инструментам правой стороны.
Обычно при трансформации кости затрагиваются все вложения и дочерние кости. В спане есть инструмент, который позволяет корректировать кости, не затрагивая при этом вложения и дочерние кости. Например, кость можно переместить или повернуть без перемещения или поворота вложенных или дочерних костей. Этот инструмент называется компенсация. Находится вот здесь. Значит, есть два вида компенсации. Компенсация костей и компенсация изображений. Компенсация костей отвечает за то, чтобы вложенные кости не передвигались вместе с родительской костью, которую нужно передвинуть, а компенсация изображений отвечает за то же самое, только для изображений и вложений. Итак, давайте создадим пару костей, чтобы показать на примере, как это работает. Как вы видите сейчас, если я начну перемещать, у меня перемещаются все вложения и дочерние кости. Чтобы переместить кость, не затрагивая ее вложения, сначала нужно включить компенсацию изображений и переместить выбранную кость в нужное положение. Как видите, сейчас изображение, вложенное в данную кость, не перемещается, перемещается только кость и ее вложенные кости дочерние. Ну, а, соответственно, вложенные в эти кости изображения также перемещаются вместе с этими костями. То есть, если я выберу другую кость и начну ее перемещать, то вложенное в нее изображение не перемещается, а все остальное перемещается. Чтобы вы понимали, при таком перемещении вложение трансформируется на противоположную величину. То есть, если мы переместили данную кость в эту сторону, то вложение этой кости перемещается в противоположном направлении на ту же величину. И создается впечатление, что данное вложение не перемещается. В режиме анимации компенсация также поддерживается для изображений, но данные изображения должны быть переведены в Mesh. Если честно, я ни разу не использовал данный инструмент в режиме анимации. Чтобы переместить кость, не затрагивая дочерние кости, нам нужно включить компенсацию кости. И при перемещении, как вы видите, все дочерние кости остаются на месте, а кость родительская, которую мы перемещаем, она перемещается вместе с вложением. То есть логика здесь такая же. Эти кости дочерние, они перемещаются в противоположном направлении перемещению родительской кости. И таким образом создается впечатление, что они остаются на месте, так же, как и с изображением, так же, как и с вложениями. Также можно использовать компенсацию костей и в режиме анимации. Давайте перейдем в режим анимации, я покажу, что это значит. Давайте выберем кость руки, поставим ей в нулевом кадре ключ, переместимся где-то на 30 кадров вперед, включим компенсацию костей и переместимся вниз по оси Y. Как вы видите, данная кость перемещается без вложенной в нее кости. Далее переместимся еще на 30 кадров вперед. И давайте просто скопируем первый ключ, нажимаем копировать, скопируем его в 60 кадр, нажимаем вставить. То есть он вставляется в то же место, откуда он и начал свое движение. Как вы видите, сейчас при запуске у нас получается немножко непонятная ситуация, что происходит неясно. Это все происходит потому, что дочерние кости нужно поставить ключ начальный и конечный. Потому что, как я и говорил, они двигаются в противоположном направлении передвижению той кости, которую мы передвигаем. То есть мы переходим в дочернюю кость и видим, что на 30 кадре у нее установлен ключ. Давайте поставим такой же ключ и на первом кадре. Просто инструментом Translate поставим ключ. Теперь при перемещении до 30 кадра наша кость не двигается, как вы видите. А после 30 кадра она начинает двигаться вместе с родительской костью. Давайте снова скопируем первый ключ у этой кости и вставим его в 60 кадр. Таким образом, сейчас при запуске анимации мы увидим, что у нас двигается только родительская кость. По сути, то же самое можно сделать и не активируя компенсацию, но позиционировать дочернюю кость так точно очень проблематично. В целом, в работе я редко использую данный инструмент в режиме анимации. Далее по списку у нас инструмент автоключ. Вот он здесь находится. Все, что он делает, это автоматически проставляет ключи при трансформации объекта. У меня эта функция всегда включена. Если мы сейчас выделим кость и переместим ее во вьюпорте, то автоматически выставится ключ в том инструменте, который был использован. То есть, если я сейчас поверну кость, у меня выставится новый ключ на поворот. Если эта функция отключена, то ключи придется выставлять вручную для каждого инструмента. То есть давайте вот перейдем в 30 кадр и повернем нашу кость. Вы видите, что никаких ключей не выставилось, а место ключевания, вот где нужно выставить ключ, подсвечивается оранжевым цветом. Это значит, что нужно применить данный ключ. И придется нажать вот на эту кнопочку, чтобы выставился у нас новый ключ. И если я сейчас перемещу инструмент в какое-либо место, то опять же ключ не выставится и подсветится инструмент перемещения. Опять нужно будет нажать, чтобы появился у нас новый ключ. Это не очень удобно и отнимает много времени, поэтому я всегда включаю данный инструмент. И при перемещении куда-либо при трансформации ключи выставляются автоматически. Давайте переместимся назад в Setup. Сейчас поговорим про панель опций. Мы уже ее затрагивали, сейчас просто повторим, о чем мы говорили в предыдущих уроках. Значит, первый столбец в этой панели определяет, могут ли быть выделены кости, изображения или другие вложения. Если вы не хотите, работая с костями, случайно выделить изображение, отключаем эту функцию для изображения. Теперь при наведении на кости курсора мыши у вас не будут выделяться изображения. Если она включена, то изображение также будет выделяться. И не совсем удобно, иногда будет манипулировать костями. Второй столбец определяет видимость костей, изображений, а также вложений. Часто бывает полезно скрыть кости, чтобы уменьшить какой-то беспорядок и работать конкретно с нужной костью. Эти кости также подсвечиваются, если вы будете проходить мимо этих костей, вот проводить мышью. И вы можете выделить ее и дальше работать с этой костью. То есть в этом плане удобно и можно работать в таком режиме.
Третий столбец управляет видимостью именных меток костей изображения или в других вложений. То есть, если мы включим видимость именных меток для костей, то будут отображаться все имена костей. Также для изображений отображаются у нас теперь все именные метки для изображений. Ну и то же самое для других вложений. У нас сейчас нет никаких других вложений, поэтому их имена и не отображаются. Давайте выключим эту опцию. Трансформацию костей, вложений и положений вершин меша можно скопировать. Для этого вам необходимо выделить нужный элемент, в данном случае кость. Нажимаем Ctrl-C, выделяем кость, в которую хотим скопировать все трансформации данной кости. Нажимаем Ctrl-V, и она принимает все трансформации первоначальной кости. При копировании сохраняются как мировые, так и локальные позиции. При копипасте трансформации я вам рекомендую использовать мировые координаты. Если вы использовали другие, переключитесь на мировые. Переключаемся на мировые. Копируем все, что нам нужно, вставляем. И переключаемся опять на те координаты, в которых вы работали. Вставка вершин работает с мешем, путями, баундинг-боксами и масками. Позиции вершин могут быть вставлены в другое вложение, если выбрано одинаковое количество вершин. Кроме того, порядок выделения вершин перед копированием и перед вставкой должен соответствовать порядку применения позиций. Это значит, что при копировании положения вертексов нужно запомнить порядок выделения этих вертексов. При вставке в новый меш выделить вертексы в том же порядке. Давайте я вам покажу, что я имею в виду. Выделяем наше изображение, переводим его в меш. Выделяем другое изображение, переводим его в меш. Давайте передвинем эти два изображения вот сюда. Если я хочу скопировать положение этих вершин, вот этих двух вершин, я выделяю первую вершину, зажимаю Ctrl, выделяю вторую вершину, нажимаю Ctrl-C. Перехожу в новый меш, выделяю одну вершину, выделяю вторую вершину, нажимаю Ctrl-V. Нам нужно перейти в мировые координаты, нажимаю Ctrl-V, и вы видите, что две вершины эти приняли координаты вот этих вершин. Если вы перепутаете порядок и нажмете сначала, допустим, выделите вот эту вершину, потом выделите вот эту вершину, и нажмете Ctrl-V, то, соответственно, вы получите переворот, потому что нужно выделять вершины в том же порядке, в котором вы выделяли и на прошлом изображении, чтобы все стало как надо. Допустим, давайте выделим вот этот вертекс и вот этот вертекс. Нажимаем Ctrl-C, и теперь мы понимаем, что вот этот вертекс мы выделили первым, а вот этот вертекс мы выделили вторым. Значит, при вставке нам нужно понимать, какой вертекс здесь выбрать первым, чтобы он принял положение первого выделенного вертекса вот здесь, вот сюда он стал. Поэтому давайте, допустим, выберем вот этот вертекс первым, вот этот вертекс вторым, и нажимаем Ctrl-V. И как вы видите, эти вертексы стали в точное положение тех вертексов, которые мы выделяли до этого. Сначала немножко непонятно, но потом, когда разберешься, все становится очевидным. Что ж, на сегодня на этом все. В следующем уроке мы поговорим о ключах в анимации. Всем пока!